тоже в 2000-х годах прямые формы делать. 10,5 степень сжатия, 10,5 секунды разгон до 100. Всегда неприятно, когда на класс ниже твой автомобиль сравнивает. 100 тысяч километров пробега, руль уже начинает затираться, ручка тоже. Соответственно, автомобиль мягче. Есть герметизация, чтобы избежать аромат гор, водоканала и канализации. Автомобиль стал мягче европейца. Это всегда круто. И он с Opel сюда люди косятся. Проворот вкладышей возможен. Но славится быстрым износом салона, экономично и динамично. То есть, приветствую, ребят, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о Nissan X-Trail третьего поколения. На мой взгляд, он выглядит гораздо круче, чем первое и второе поколение в свое время, когда они выходили. Нету этих рубленых форм прямых, уже нету этих закосов под гелики, под военные машины. Не понимаю, зачем нужно было уже там тоже в 2000-х годах прямые формы делать. Третье поколение было представлено осенью 2013 года, и оно пошло в массовое производство. Конечно, она гораздо симпатичнее и современнее смотрится, как я уже сказал, чем первое и второе поколение в свое время. Но есть и недостатки. Автомобиль построен на общей платформе с Nissan Qashqai CMF, но он шире, длиннее, увеличили его в физических параметрах. Но недостаток не в этом. Недостаток в том, что многие воспринимают его за Qashqai с первого вида. Хотя машина более массивная, это сразу бросается в глаза на больше и выше. Но все равно, тем не менее, многие обращают внимание на переднюю часть автомобиля и сразу Qashqai, и потом начинают высматривать. И это всегда бьет по самолюбию владельца. Это то же самое, как было с Вагом, у Рапида и Октавии. У Пола Седана и у Джетты тоже смотрят на внешку, особенно так уже не в ясную погоду, уже вечером так, о, классный Рапид. И сразу же бьет, это не Рапид, это Октавия, ты разуй глаза и посмотри. То же самое и здесь. Qashqai смотрится красиво внешне также, но все равно бьет по нервам, по самолюбию, то, что твой автомобиль, кроссовер, сравнивают с каким-то паркетником. Хотя Nissan Qashqai у нас был тоже 2015 года, тоже черный и тоже максимальной комплектации. Но тем не менее, всегда неприятно, когда на класс ниже твой автомобиль сравнивают. Макферсон, сзади многорычажка, автомобиль мягкий, достаточно мягкий, чем эти все паркетники, за счет не только вот мягкой подвески, отсутствия задебалки, но за счет того, что физические параметры у него больше, шире, длиннее, больше колесная база, соответственно, автомобиль мягче. Если отойти от технических параметров и углубиться в философию, то, опять же, если сравнить с Кретой, к примеру, которая только что рядом проехала, то этот автомобиль гораздо более авторитетный и желанный, чем вот Дастеры, вот Креты, все, что хочется больше солидности. Но холодный рассудок и разум подсказывает то, что не стоит покупать Porsche Cayenne, X5 вот в ушатанном состоянии за такую сумму. И, кстати, насчет продаж автомобиля. Продается сейчас на теперешний момент 81 автомобиль. Самый дешевый 17 900 14-15 годов, 18. Самые дорогие 17 года 2,5 бензин, там 27 800 стояли. Вот в этих диапазонах все автомобили. То есть, ну плюс еще торг, плюс на момент видео, конечно, цены могут измениться, но это кроссовер, это не паркетник, когда паркетники стоят около 20-ки, то есть цена более-менее адекватна для этого класса. Хотя это, конечно же, немало, но кроме стоимости суммы, стоимости самого автомобиля, стоимость содержания его не такая большая, как многих немцев, ну и в том числе даже японцев. И, как всегда, любой автомобиль подвергается рестайлингу. И рестайлинг в Европе был произведен в 2017 году. Конечно же, бампера, решетка радиатора, узкие фары со светодиодными ходовыми огнями, как обычно. D-образный руль уже появился у автомобиля. В 2018 году вышел рестайлинг уже на просторах СНГ. Всем давно известно то, что качество сборки отличается, конечно же, оснащение также отличается, но надо признать, и это признают и сами владельцы, и многие автолюбители, то, что все же
дополнительной шумоизоляции, которую они устанавливали. Перенастроили подвеску, поставили более мягкие пружины, амортизаторы, автомобиль стал мягче европейца. Плюс установили дополнительную шумку панели, перенастроили еще электроусилитель, чтобы он более адекватно работал и более предсказуемо это все происходило. В 2020 году добавили уже отделку из алькантары в максимальной комплектации, разумеется, новая мультимедиа Nissan Connect, а также дистанционный запуск, но, разумеется, не у всех комплектаций. У нас 2.5 атмосферник, рядная четверка, для тех, кто забывает серию своего двигателя, вот она здесь выбита. Поршневая у двигателя это 89-й поршень, ход его 100, то есть достаточно длинноходный, хороший, должен брать снизу, но максимальный крутящий у него запоздалый, 233 ньютон-метра крутящего момента и доступен с 4000 оборотов максимально крутящий. Я думал, что будет пораньше немного, но посмотрим на ходу, как он себе покажет. 171 лошадиная сила при 6000 оборотов. 10,5 степень сжатия, 10,5 секунды разгон до 100. Здесь нет сверхпоказателей. Удобное, комфортное передвижение по городу, не более того. По трассе также себя будет чувствовать уверенно за счет своего объема больше. По проблемам двигателя, ГРМ цепной и цепь в теории растягивается до 150 тысяч километров. Это в теории, конечно же, все будет зависеть от эксплуатации. У некоторых за 200 цепь не просит замены. Поэтому здесь все сугубо индивидуально. Масложор, в принципе, возможен. А так, обычные проблемы атмосферника, какая-то опоры выйдут из строя. То есть, здесь не настолько он сложный, чтобы что-то по-серьезному здесь произошло. Да, какие-то течи будут, там сальники со временем потекут, задубеют с возрастом и будет течь, но никакого криминала. 2-литровый атмосферник, в принципе, такой же. И такие же у него проблемы, только меньше объем, меньше мощность. А так, по сути, брат-близнец. И 2-литровый атмосферник у нас был на Кашкае. Поэтому я не буду здесь останавливаться. Но, опять же, говорю, все то же самое, как и здесь. На вариаторе 2.0 Джатка. Также был 1.6 турбовый шум, катушки, свечи на нем летели, и в теории проворот вкладышей возможен. Но, опять же, я не знаю там повальных таких проблем, это в теории возможно, но там, не знаю, раз 20-30 тысяч надо масла менять, чтобы эти вкладыши провернуло и дешман лить. Но в теории такое возможно, но на практике особо так и не встречается. Цепь ГРМ растягивается до 100 тысяч километров, также в теории. Здесь до 150 у 2-литрового, а там уже до 100. Но в реальности там 150 она должна отходить. Опять же, все зависит от эксплуатации, и там турбовый двигатель все же больше у него крутяшки, и раньше в теории там цепь быстрее растянется, чем здесь. То есть там замена цепи наступит раньше, потому что атмосферника у него нету такой резкого ускорения, как ударных нагрузок уже происходит при большом росте мощности. То есть здесь цепь, все равно все процессы происходят более плавно, и цепь здесь растянется гораздо позже, а то и будет на родной цепи ездить, ничего страшного. Также были дизеля 1.6 и 2.0. У 1.6 проблемы по теплообменнику, у 2-литрового по датчику надува. А так, ребята-близнецы, тоже растяжение цепи, возможно. Дизельная проблема, ИГР сажевый, критичный к качеству топлива, разумеется. И чем качественнее масло, тем дольше живет турбина. Все просто и легко, ничего нового вы здесь не почерпнете. Единственное, что пугает и бросает сомнения, это, конечно же, вариатор Джатка. Но, опять же, это зависит от пробега. Здесь родной пробег 104 тысячи километров. По ровному слою пыли понятно, что нет никаких потеков. Но 100 тысяч это еще рано о чем-то говорить. В целом, на основании других машин все проблемы уже выявлены, но здесь еще катать и катать машину, то есть здесь можно не заморачиваться. Так что наличие вариатора здесь ни в коем случае не пугает, потому что 200 тысяч он отходит без проблем, машины только пробег 100, а там уже нужно думать. Но, тем не менее, Джатка уже давно многие восстанавливают, ремонтируют, это уже тоже не проблема. Но тем не менее, люди тоже часто покупают автомобили с беспроблемной коробкой в теории, там по двигателю нужно что-то сделать и все, никаких проблем. Но проблема в том, что в их местности нет таких мастеров, никто не занимается такими автомобилями, попросту не берутся. Поэтому в любом плане нужно подходить к покупке автомобиля с головой. И, как я всегда говорю, ребят, найдите сначала мастера
полистайте форумы, познакомьтесь с владельцами, изучите проблемы, а уже потом приступайте к поиску и покупке автомобиля. Потому что нужно оценивать свои возможности, шансы, и чтобы автомобиль потом не стоял, заранее нужно выяснить все проблемы, найти мастера в вашей местности, кто этим может занимается, а уже потом приступать к покупке. Приятный бонус у автомобиля то, что дополнительно установлены газовые упоры. Кочерга уже так на память осталась здесь. Она здесь присутствует. Но шумоизоляция капота, ее наличие тоже радует, потому что сколько я снимал паркетников, везде уже и на этом сэкономили, уже это поставить не хотят, за дополнительную плату постоянно. И защиты двигателя тоже за дополнительную плату. И здесь хоть это радует. По салону, как бы ни прискорбно это ни звучало, но напоминает Кашкай. Не потому что в максимальной комплектации тоже есть панорамная крыша, по самому дизайну. Один в один, как у Кашкая. Но одна кухня, поэтому, конечно же, все это будет одинаково. Я не говорю, что некрасиво. Приятный глазу дизайн, но просто у такой же автомобиля классом ниже это немного неприятно. Но смотрится хорошо, отлично. 100 тысяч километров пробега, руль уже начинает затираться, ручка тоже поддается уже возрасту, пробегу. А по всему остальному так и не скажешь, что 100 тысяч автомобиль отъездил. По комплектации у нас максималка. Если я не ошибаюсь, 7-дюймовый дисплей, контроль слепых зон, включение камеры заднего вида, слежение за препятствием, впереди едущим контроль слепых зон, контроль за усталостью водителя. Есть также круиз, но не адаптивный. 2015 год, он не остановится впереди едущим автомобилем во избежание столкновения. Хотя у Фотона 2006 года был он. Вот переключение треков, CD, AUX, Bluetooth также можно подключить, карта навигации. Управление климат-контролем тоже стандартные настройки функции, регулировка, обдув, включение кондиционера, направление потока воздуха. Здесь нет каких-то новомодных плюшек, нету там выбора аромата, лаванды, леса. Есть герметизация, чтобы избежать аромат гор, водоканала и канализации. А так все по стоку. Электроручник, то, что многие боятся, но я его люблю. Разъем под флешку, под AUX, розетка 12 вольт. 2 подстаканника, все классика. Подлокотник с двойным дном. Опять же, есть еще одна розетка для каких-то ваших вещей. Здесь для документов, может, мелочи. Все очень удобно, хорошо сделано. У нас в максимальной комплектации предусмотрены подогревы и вентиляция сидений, переключение полного привода. Сейчас выбран, получается, передний, есть автоматический режим 4×4 уже для бездорожья. Также помощник при спуске с горы. Заводская тонировка, и это очень радует, потому что, во-первых, машина хорошо смотрится, это добавляет баллов к внешности. И плюс еще то, что это завод, а не дешман, колхоз дешевый. И не настолько ты в темнице находишься благодаря этой тонировке, что вообще почти ничего не видно из салона. Здесь прекрасный обзор, все хорошо. И тем не менее скрывается все происходящее снаружи. Мягкий кожаный диван. Качество кожи, конечно, не такое, как у автомобилей премиум класса, но по износу, честно говоря, рано судить, потому что 100 тысяч это не такой большой пробег, где уже явно что-то видно. Хотя, опять же, у Mazda 6, что я снимал, вот там недостаток, что быстро стираются салоны. И вот там было 100 с небольшим, 130, по-моему, или 140, там уже видно уже затертость. И там не кожа, там обычная ткань, велюр, но славится быстрым износом салона. И 100 тысяч, чуть за 100 уже сразу видны затертости, а где-то и порвано что-то будет, но как обычно водительское сиденье. Стирается руль, то есть вот этим автомобили грешат. Здесь 100 тысяч, никаких претензий. В багажнике есть полки, которые позволяют разный груз перевозить, если что-то хрупкое, чтобы не надломалось, по типу матраса, что-нибудь такое. В дальней поездке, кстати, он нужен. И чтобы матрас не сложился, аккурат по центру не стал L-образным, предусмотрены полки, чтобы под наклоном их перевозить. И чтобы не болтыхался во время движения. Любой груз более хрупкий, вот с помощью полок можно перевозить. По объему багажника, ну, у Peugeot 5008 был побольше, по-моему, багажник. Я уже в литрах не запоминал и не заморачиваюсь до такой степени. Но пара сумок, сабвуфер, задний диван двигается вперед-назад, то есть можно увеличить багажный отсек. Поэтому багажник как багажник, одним словом. Ввиду того, что максимальная комплектация, электронная регулировка, не нужно маслать вручную. Здесь видна камера заднего вида. Ну, на руле стандартные
управление звуком на 10, переключение треков, пункт бортового меню, поднять, положить трубку, все тоже классика. Вот максимально крутящий с 4000 доступен, но за счет, опять же, длины поршней, не, я не сказал бы, что она очень такая вялая снизу. Не так бодро она подрывается, ну, крутяшки кажется мало, но для 2,5 атмосферника нормально, 233 крутящего нормально. Потому что, ну, сейчас уже всех тенденция длинноходную поршневую делать. Но это и правильно, потому что снизу машина нормальная, ей не надо вяло, не надо подгазовывать, не надо тянуть. Хотя, по мне, ну, 1.6 еще спорно, нужно посмотреть, потому что характеристики разгон до 100 это одно, а ощущение совершенно другое. 2.0 будет мало для такой машины все равно. 2.0 нормально для Кашкая, да. Здесь 2.0 это, ну, необходимый минимум, который не особо интересен. Здесь вот 2.5 это уже нужно в X-Trail. 2.5 на такую массу, на такую высоту, габариты его нужен 2.5. Но есть имитация переключения, так не чувствуешь, то что переключается. Но вот вариатор якобы на автомате идешь, уже такая имитация переключения идет. 10,5 разгон до 100, тут сверхдинамики, сверхпоказателей мы не добьемся и проверять ее не буду. 100 тысяч километров, я думаю, тут автомобиль покажет свои заводские результаты. Аура автомобиля это немного другая, здесь нету этого уже разгон, тебе не так парит, здесь уже волшебство массы автомобиля, что ты управляешь такой телегой, смотришь в зеркало заднего вида, оборачиваешься назад, все равно ты на кроссовере, ты не, он не на полоседане, который впереди стоит, все равно в народе эта джипистость присутствует. Да, джип это марка автомобиля, есть внедорожники, кроссоверы, паркетники, но все равно в народе это джипистость, и черный джип это всегда круто, и он с опеля всегда люди косятся. Ну, по посадке, разумеется, круче, чем легковой автомобиль, выше сидишь, дальше видишь и прогнозируешь свое движение, там, как будешь ехать, куда тебе повернуть, там, и так далее. И по объему салона, по расходу, сколько он показывает? $13,3 расход на сотку. Это мгновенный, да. Средний 9,6. Ну, десятка, в принципе, да. Ну, для такой машины 10 литров это нормальный показатель. Когда вот атмосферники 1,6 жрут вплоть до 9. Ну, 9, конечно, уже тоже, если топить в тапку в пол, но все равно 8 с чем-то они жрут. Тут десятка, здесь, в принципе, приемлемый расход. Ну, стыки, конечно, мы чувствуем, но в целом все равно кроссовер, мы больше плывем. За счет полного привода можно и грязь поместить. Ну, конечно, это не для серьезной бездорожья, чтобы доехать по размытой дороге до своего дома, но тем не менее и клиренс позволит, и физические параметры автомобиля тоже это позволит сделать. Хороший городской автомобиль, который так, несмотря на 10,5 разгон до 100, по ощущениям все равно это происходит не медленно, достаточно активно. Казалось бы, 10,5 разгон до 100, 2,5 атмосферник на вариаторе. Ну да, полный привод есть, можно вот проехать по ухабам, по бездорожью такому легкому, загородному. Но тем не менее, 140 км в час, 2800 оборотов на тахометре. Так что это очень хорошо, экономично и динамично. То есть по трассе 140, комфортная езда на этом автомобиле. Плюс все равно по комфорту, по шумоизоляции, по мягкости, плавности хода автомобиль хорош. Но все равно приятнее на нем ехать. В любом плане не нужно сравнивать с паркетником, но насчет сравнить с Peugeot 5008, если так взять одноклассников по этой сумме, по классу автомобиля, я думаю, что все-таки от еду и прикидываю, все же X-Trail помягче, чем Peugeot. Тот больше как легковой автомобиль, но чуть жестче был на стыках. Этот уже все равно больше, действительно, этот больше кроссовер, чем тот. Здесь уже действительно это вот народная наша эта джипистость ощущается. Ты сидишь выше, так плавнее, и ты как будто, ну, летишь. Ты чувствуешь пятой точкой то, что расстояние от пола автомобиля до земли, ну, как у кроссовера, не как у легкового автомобиля. У Peugeot это так, ну, не ощущалось. Я не знаю, как правильно объяснить, чтобы это было понятно, но надо это сесть и попробовать. Но действительно, вот у X-Trail больше ощущения, то, что ты на объемном автомобиле, на кроссовере едешь.
Там все равно больше было такого вот легкового автомобиля, паркетника. Я не говорю, что это плохо, но ощущение разных автомобилей, несмотря на то, что класс 1. Ну, до 110-120 моментально автомобиль разгоняется, тормоза классные. Ну, 100 тысяч приятно ездить на автомобиле, у которого минимальный пробег. 100 тысяч, конечно, здесь не показатель. И в плане, если вот как сейчас рассудить насчет автомобилей, покупки там легковых и так далее, даже если покупать автомобиль за 10 и придется вкладывать в него, доводить до ума, там что-то менять, может турбины, еще что-нибудь, то действительно выгоднее покупать такой автомобиль. Тут реально, что не сейчас стоит 17-18, купил и ничего не надо делать. Только масло поменять, если сомнения одолевают, и все. Ну, от 4,5 до 5 раскручивается уже 100-110, никаких проблем, до 120. Чем автомобиль там, допустим, уже 5-6-летний, более премиальный, но где уже понадобится там замена ГРМ, может уже в коробку нужно лезть, посмотреть сцепление вот на роботах. То есть тратами, даже покупая за 13-14, вы в эти 18 можете выйти. Но это уже опять же от владельца зависит, надо ли идти на такие траты, когда можно купить вот такую машину и вот действительно просто кататься. Но это уже зависит от каждого. Кто фанат, тот уже, конечно же, купит и будет восстанавливать. Либо из Европы тоже что-то гнать, но и автомобили из Европы, все там дешевле и все остальное, но там все машины, как правило, до 130-40 тысяч ездят и их спихивают. А потом вот многие жалуются, что с скрученными пробегами машины приезжают и рвутся цепи. Цепи рвутся, потому что они не менялись, они заводские еще. Поэтому все эти автомобили нужно очень подробно и плотно диагностировать и устранять вот эти недостатки. А это, опять же, обслуживание, это затраты. Запчасти еще подорожали. В плане таких расходников не сильно чувствуется, а вот в плане ГРМа, чего-нибудь такого уже серьезного, по двигателю какие-то запчасти, вот сразу вы почувствуете разницу. Особенно он хороший в эксплуатации, вот как хороший надежный атмосферный двигатель, как было вот с Мерседесом ML-кой. Вот было видео почти год назад насчет капиталки 3.5, 272 двигатель. Капиталка обошла 7 тысяч долларов ориентировочно так. При том, что машины там начинались от 7700 до 10, то есть практически нужно вложить еще 100, вот вам 18 и получается, по сути. Вот, от капитали двигатель ездить, чем еще найти запчасти надо было, потому что ехали под заказ и не всем комплектом, там 2-3 захода все это было. Чем вот здесь купить за 18, поменять масло и кататься. Так что, ну, решать вам. Зато вы якобы на премиальном автомобиле, вы на Мерседесе 15-летнем. Я не знаю, что вы хотите там, что люди хотят этим показать, но якобы я на премиуме и понтуется еще этим. Ну, каждому свое. Ну вот и все по ней. Хороший автомобиль, оптимальный, компромиссный вариант, короче говоря. Но, конечно же, не дешевый. Но если искать уже 13-14 год, первые автомобили, но уже будут космические пробеги, хотя у этого 104 тысячи. Есть шанс найти нормальный, пускай не в богатой комплектации, не в максимальной, но, опять же, компромиссный автомобиль с компромиссной комплектацией. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, расскажите о нас друзьям. Счастливо!